Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень нежный, вкусный торт Апфельмус. Это торт с кремом на основе яблочного пюре. Очень ярко выраженный, нежный яблочный вкус имеет торт и готовится предельно просто и быстро. Итак, здесь у меня 4 яйца среднего размера по 50 грамм, без скорлупы, комнатной температуры, щепотка соли. Также туда добавляю сейчас 180 грамм сахара, но добавлять я буду их постепенно, взбивая всю эту массу. Где-то минуты 4 буду яичную массу взбивать. Постепенно ввожу сахар, не сразу. Заранее уже разогреваю духовку на 200 градусов Цельсия, потому что тесто готовится очень быстро. Пакетик ванильного сахара добавляю. Описание будет полное под видео. И вот такая побелевшая масса у нас должна получиться. Здесь более взбивать нет смысла, потому что также будет добавляться сливочное масло растопленное и будет добавляться разрыхлитель в это тесто. 180 грамм сливочного масла. Аккуратно просто перемешиваем, ничего здесь уже долго не взбиваем, просто перемешаем до однородности. И также добавляю сейчас туда 40 грамм яблочного пюре. Все это просто аккуратно перемешиваю. Можно делать без пюре, но с пюре получаются коржи гораздо нежнее и приятнее на вкус. Добавляю туда 80 грамм кукурузного крахмала, картофельный не подходит, будет чувствоваться во вкусе. Здесь у меня 130 грамм муки, просеиваем также и 6 грамм разрыхлителя. Тесто готово. Тесто получается таким жидковатым. Это нормально, этого бояться не нужно. Если вам нужно это обозначение, да, на пергаменте, я просто первые коржи делала без этого, но потом решила вам уже показать, нарисовав этот круг. 18 сантиметров диаметром будем делать 9 коржей из этого количества теста получится. 4 ложки примерно, 3-4 ложки столовых на 18 сантиметров. Многие спрашивают и по молочной девочке в комментариях, потому что подобным способом печется молочная девочка торт. Корж печется быстро, 5-6 минут, не более, до золотистого подрумянивания. Все это разравниваем аккуратно и отправляем в духовку. Духовка верх-низ без конвекции на среднем уровне 200 градусов Цельсия. Пекутся очень быстро коржи. Здесь можно себе также обозначить и до 22 сантиметров примерно. И на одном противне спокойно можно выпекать, чтобы быстрее просто ускорить себе процесс. Достаем корж уже готовый, вот до такой степени он должен подзолотиться у нас в духовке. Сразу же в горячем виде обрезаем его по контуру. Обрезки здесь незначительные, вы также можете один корж оставить для того, чтобы его измельчить на посыпку для тортика, если у вас для домашнего чаепития. Но пекутся они очень-очень быстро. Вот так выпекаются 2 коржа. Когда вы их будете складывать друг на друга, дайте им полностью остыть и обязательно простилайте каждый корж бумагой для выпечки. Они могут прилипать, эти коржи, так же, как и коржи молочная девочка. Их также можно хранить пару дней в холодильнике, тоже прослоив пергаментом, либо пищевой пленкой. И также можно заморозить на пару недель, тоже прослоив их пергаментом. Итак, коржи у меня готовы, теперь сделаем крем. Здесь у меня 250 грамм сыра маскарпоне, 250 миллилитров сливок, очень хорошо охлажденные маскарпоне и сливки. Также добавляю туда 2 пакетика ванильного сахара и сахарной пудры добавляйте по вкусу. Начинаю взбивать, здесь просто накрываю крышкой, потому что брызгается очень сильно.
и взбиваю до устойчивых пиков. Здесь я добавляю еще 50 грамм сахарной пудры. Вы смотрите по сладости своего пюре. Вы можете сделать домашнее яблочное пюре, но у меня оно покупное всегда. Вот такие устойчивые пики должны быть у крема. Я откладываю пару ложек, это мне потом просто украсить, чтобы тортик этим же кремом. Теперь я добавляю туда 400 грамм яблочного пюре. По-немецки это и называется апфельмус, это яблочное пюре. И, естественно, название самого тортика тоже так и звучит, торт апфельмус. И перемешиваю аккуратно лопаткой. И смотрите, здесь я показываю в реальном времени. Вот так по длительности я прорабатываю все это миксером. То есть буквально несколько секунд. Крем готов. Вот так идеально коржи отстают от пергамента. И сразу начинаем сборку торта. Они у меня просто остыли. То есть торт, можно сказать, очень быстрый. И пропитывается он буквально за час в холодильнике, потому что коржи пекутся на крахмале, на большом количестве сливочного масла. Коржи очень нежные, пропитки долгой не требуют. И крем очень влажный благодаря яблочному муссу. Вы можете крем делать без маскарпоне на одних сливках, но я уже из опыта знаю, что с маскарпоне более стабильный именно этот крем получается. 9 коржей у меня получилось. Из этого количества теста, если вы будете 20 сантиметров коржей делать, у вас получится 8 коржей. У меня 18 сантиметров в диаметре, 9 коржей. Ставлю в кольце и убираю в холодильник на час. Теперь я достала из холодильника. Он охладился, торт, я убираю излишки крема. Торт стабилизируется очень быстро, потому что маскарпоне и сливки уже изначально были очень холодными. Просто покрываю тем количеством сливочного крема, который я откладывала. Я его тоже, кстати, убирала в холодильник. Я его здесь даже не выравниваю, этот торт, особо не декорирую, просто хочу вам показать сам рецепт и показать разрез. Разрез у него получается идеальный, у этого торта. Режется он как по маслу, по-другому не скажешь. Настолько он нежный, он нравится как взрослым, так и детям. Очень нежный, буквально тающий во рту тортик. И вот такой, смотрите, из 9 коржей у меня получился разрез. Очень быстро готовится торт. Все коржи прослеживаются, даже когда мы его надламываем вилкой. Видите, идеально, это буквально час пропитывания. И я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.